Тайные встречи в Майами, чей план презентовали в Белом доме и что на самом деле задумали в Москве? Переговоры в Швейцарии, станет ли Европа на пути у Трампа, подпишет ли Киев капитуляцию, обо всем расскажем в выпуске. Горит самая старая электростанция в России, останется ли Подмосковье без тепла и света? Количество жертв в Тернополе увеличилось, а оккупанты добавили еще обстрелов. Количество пострадавших от ночных атак растет. Об этих и других главных событиях вечера воскресенья 23 ноября. Самые важные и срочные новости, эксклюзивные подробности. Вы смотрите информационный выпуск «Нехта». Оперативно о событиях в России, Беларуси, Украине и мире. Раньше и понятнее других. Все, что нужно знать сегодня. Ночь под Москвой началась с того, о чем власти предпочли бы молчать. Там вспыхнула одна из старейших электростанций России – Шатурская ГРЭС. Загорелась после ночной атаки дронов. Местные жители публикуют видео крупного пожара. Зарево видно издалека. Параллельно Минобороны РФ заявила, что сбила 75 дронов, включая 2 над Московской областью. Но прямую атаку на ГРЭС никто не подтверждает. А пользователи выкладывают в сеть работу мобильных групп, которые теоретически должны были остановить эту атаку. Из-за инцидента аэропорт Жуковский временно прекратил работу. Шатурская ГРЭС мощностью в 1500 мегаватт. Важный объект для энергосистемы Московской области. И он пока еще горит. А ночь в Днепре вспыхнула сразу в нескольких точках. Российские дроны ударили так плотно, что город ощутил это буквально в каждом квартале. Главный удар пришелся по многоэтажке, вспыхнул пожар. Среди 14 пострадавших оказался 11-летний ребенок. Повреждена инфраструктура, заправка и несколько объектов, которые власти еще не уточняют. Ночь, которую город хотел бы стереть из памяти, оставила за собой только воронки, дым и статистику, которая с каждым днем становится все страшнее. Удар, который перевернул город и оставил после себя тишину, и итог, от которого сводят скулы. В Тернополе после 4 суток непрерывных поисков спасатели закрыли операцию. Погибших на момент записи этого видео 34, среди них 6 детей. Травмированных 94, в том числе 18 детей. Еще 6 человек остаются без вести пропавшими. Один из них ребенок. На фоне общего ужаса спасатели все же вытащили живыми 46 человек, включая 7 детей. И даже нашли под завалами 2 кошек и попугая. Основной удар пришелся на многоквартирный дом, где перекрытия сложились, как рыхлый картон. Люди оказывались заблокированы в квартирах или погребены под тяжелыми плитами. Вторая локация потребовала не меньше сил. Каждая минута могла решить, кто успеет выбраться. На месте работали подразделения ГСЧС из 9 областей. Под их командованием тяжелая техника, кинологи, медики, психологи. Команды менялись, но работа не останавливалась ни днем, ни ночью, и все равно всех спасти не удалось. Человек из ближайшего круга Путина тайно встретился с людьми Дональда Трампа, и это не осталось незамеченным ни в кабинетах, ни в Конгрессе. История, которую опубликовал Reuters, выглядит куда острее, чем формальный дипломатический контакт. В конце октября в Майами за одним столом оказались спецпредставитель президента США Стив Уитков, зять Трампа Джаред Кушнер и Кирилл Дмитриев, фигурант американского санкционного списка с 2022 года. Чтобы он вообще оказался на территории США, администрация Трампа выдала ему отдельное разрешение на въезд. По данным собеседников Reuters, именно после этой встречи появился план из 28 пунктов по прекращению войны. Неясно, привез ли Дмитриев на переговоры прямые запросы Москвы и легли ли они в основу документа. Медиа, ссылаясь на свои источники, утверждают, что план состоит именно из российских хотелок. Но в Госдепе это решили опровергнуть вот сейчас. Мирное предложение было разработано США. Оно предлагается в качестве прочной основы для текущих переговоров. Оно основано на предложениях российской стороны, однако оно также основано на предыдущих и текущих предложениях Украины. В Майами в те же дни находился и секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Рустем Умеров. Источник утверждает, что Уитков изложил ему содержание плана и что документ передали Украине через Турцию, а затем представили официально в Киеве 20 ноября. Умеров говорит, что его роль была технической и что он не вел содержательных обсуждений.
Толпа в центре Вашингтона взорвалась криками еще до захода солнца, от миграционной политики до мирного плана по Украине. Протестующие вышли против Дональда Трампа, требуя немедленных перемен. На улице вышли сотни людей, в руках плакаты с жесткими фразами «Трамп должен уйти сейчас», «Ты или защищаешь Америку, или Трампа, не можешь делать и то, и другое», и «Трамп только что продал Украину». И каждому было что сказать. Фон у этих протестов серьезный. 23 октября еще стало известно, что Трамп приказал депортировать более 600 тысяч нелегальных мигрантов до конца года. Параллельно его мирный план по Украине вызвал жесткую реакцию ряда стран. Документ на 28 пунктов предполагает территориальные уступки России, вето на вступление Украины в НАТО и сокращение численности ее армии. Трамп уже попытался сгладить волну критики, заявил, что план не окончательный, может быть переписан, но протесты показывают, недовольство растет и улица не готова ждать. А тем временем подходят к концу переговоры в Швейцарии. Стороны провели первый раунд обсуждений, но были немногословны. Провел первую встречу с советниками по национальной безопасности лидеров Великобритании, Франции и Германии Джонатаном Пауэллом, Эммануэлом Боном, Гюнтером Зауттером. Следующая встреча с делегацией США. Настроены очень конструктивно. Правда, позиция США тут кажется непреклонной, хоть и незамысловатой. Спецпосланник Дональда Трампа по Украине Кит Келлог говорит, что документ пока сырой, но вполне реальный для подписи Киевом и Москвой. Он даже допускает, Зеленский может приехать в США для финального жеста, но подчеркивает, никаких гарантий. Рамочное соглашение существует для того, чтобы прийти к выводу. Я думаю, что мы можем подтолкнуть к этому украинцев, а позже и россиян. Это хороший план. Есть в нем моменты, которые нужно четко кодифицировать и немного подробнее объяснить, но мы уже почти достигли цели. Келлог делает акцент на пункте, который команда Трампа считает ключевым – в выборах. По его словам, в плане четко прописано требование провести голосование в Украине в течение 100 дней. Он утверждает, что по оценкам людей, с которыми он говорил, эту процедуру можно уложить примерно дней в 90. Я еще раз внес предложение, но сейчас я не буду вдаваться в подробности о том, чего можно было бы достичь, чтобы по крайней мере сделать первый шаг в четверг. Это предложение сейчас также обсуждается в Женеве, но я остаюсь скептичен относительно того, что нам удастся это сделать в столь короткое время. Сейчас хочу обратиться к нашим подписчикам, ведь это именно они решают, узнает ли об этих новостях еще большее количество людей. Каждая ваша подписка, каждый лайк, каждый репост и каждый комментарий длиннее 6 слов, и каждый раз, когда вы досматриваете видео до конца, все это помогает продвигать наши ролики среди сотен тысяч новых пользователей. Так еще больше людей узнает правду именно благодаря вам. Спасибо за то, что остаетесь с Нехта, и продолжаем. Но американская делегация прибыла в Киев вечером, и уже ночью атмосфера за закрытыми дверями стала настолько тяжелой, что один из дипломатов позже назвал встречу ужасной. Министр сухопутных войск и спецпосланник Трампа Дэн Дрискл представил послам стран НАТО позицию команды президента и намекнул, Киев должны подтолкнуть к подписанию мирной сделки в ближайшие дни. По данным The Guardian, Дрискл заявил, что если Украина откажется, условия дальше будут становиться жестче. Ни одно соглашение не является идеальным, но оно должно быть заключено рано или поздно. Президент Трамп хочет мира сейчас. Чем больше поваров на кухне, тем труднее с этим справиться. Реакция союзников была мрачной. Мы согласовали все основные элементы, необходимые для справедливого и прочного мира и для обеспечения суверенитета Украины. Украина не может иметь ограничений в отношении своих вооруженных сил, которые оставили бы страну уязвимой для будущей атаки и тем самым подорвали бы безопасность Европы. Они выбрали европейскую судьбу. Она начинается с восстановления страны, ее интеграции в наш единый рынок и нашу оборонную промышленную базу, и в конечном итоге с вступления в наш союз. На встрече была и временная поверенная США в Киеве Джули Дэвис. Она прямо сказала коллегам, условия ужасные для Украины, но выбора немного. Либо Киев соглашается, либо потом столкнется с куда худшим вариантом. Далее ее цитата: «Сделка не становится лучше, она становится хуже». Аналитики Американского института изучения войны считают, что Москва создает условия для срыва этого договора. Кремль продолжает забивать информационное поле одним и тем же посылом. Никакого компромисса, только максимальные требования. По данным Института изучения
войны первым в тональность попал замглавы Комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Он повторил удобный нарратив: любой план должен соответствовать всем запросам Москвы и учитывать так называемые коренные причины войны. Победа России не является неизбежной. Украина и Запад могут использовать несколько ключевых слабых мест России, чтобы заставить Кремль пойти на переговоры и сделать реальные уступки. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий назвал план США хорошей основой, но сразу же добавил, что продвижение российских войск на востоке Украины не менее весомый аргумент. Такой намек, подчеркивает Институт изучения войны, означает одно: Москва не собирается останавливать наступление. На климатическом саммите в Бразилии договорились, но без главного пункта, которого ждали экологи. После 2 недель тяжелых переговоров страны все-таки вышли на компромисс, который оставил углеводороды за скобками, и это уже вызвало волну разочарования. И все это на фоне серьезных политических барьеров, которые срывали переговоры до последнего. Я бы предпочел более амбициозное соглашение, но в моменты серьезных политических вызовов, когда, например, США вышли из Парижского соглашения, я считаю значимым то, что более 190 стран снова подтвердили приверженность Парижскому соглашению, приверженность борьбе с климатическим кризисом, приверженность сохранению ключевой цели – превышения температуры не более чем на 1,5 градуса. Документ поддержали почти 200 государств, но соглашение вышло размытым. Обязательств по поэтапному отказу от ископаемого топлива в нем нет. Активисты уже говорят о провале ожиданий. Они добивались жестких шагов для сокращения глобальных выбросов, а получили только мягкую формулировку, далекую от реального давления на страны-производителей. Тем не менее, саммит пытается подать это как шаг вперед, пусть и маленький, но в мире, который стремительно нагревается, такие компромиссы звучат все более тревожно. Отдельное спасибо, что досмотрели до конца. Спасибо за ваше доверие. Жду развернутых комментариев, лайков и репостов. Это важно, чтобы нас становилось больше. На этом пока все. До новых встреч и хороших вам новостей.